Готовлю в ролике знаменитый французский сытный салат, который может стать полноценным обедом или ужином. Про вариации расскажу дальше, так что просто продолжайте смотреть, и будет очень вкусно. Я обожаю салат нисуаз и всегда заказываю его, когда встречаю в меню каких-то заведений. Ну, конечно же, дома нисуаз вкуснее. В этом ролике буду готовить довольно жирный, праздничный вариант, жирный с точки зрения того, что буду использовать стейк тунца. Впрочем, если хочется приготовить просто ежедневный будничный вариант для какого-то быстрого обеда или ужина, для перекуса, то можно смело использовать просто консервированный тунец в банке или даже консервированную сардину. Ссылку на еще один вариант этого знаменитого салата, да, еще один вариант. Я же говорю, что я его очень сильно люблю, много для меня его просто не бывает. Так вот, ссылку на этот вариант я оставлю в описании под этим видео, здесь внизу, заглядывайте, готовьте оба варианта, и я уверена, что какой-то один вам точно понравится, а скорее всего понравятся оба. Делитесь в комментариях, если уже готовили и любите этот салат, и делитесь в комментариях, если этот салат еще никогда не пробовали. И сейчас приступаем к приготовлению. Список всех ингредиентов я оставила в описании под роликом. Как я уже говорила, для ежедневного варианта вместо стейка тунца можно смело взять обычный консервированный или сардину. На моем канале есть домашний рецепт, ссылку оставлю. Салатные листья могут быть любыми по вашему вкусу. Вместо плодов каперсов, как у меня, можно взять почки, они придадут пикантности. Начинаю с подготовительных работ. Их можно без напряга сделать заранее и перед обедом или ужином просто собрать салат. Итак, картофель я заливаю водой, добавляю щедро соли и отвариваю до готовности. Мне нравится розовый картофель, так как он не очень разваривается и сохраняет форму. Готовый картофель остужаю. Использовать буду прямо с кожурой, по желанию ее можно очистить. Отвариваю яйца. Мне нравятся в этом салате яйца всмятку, так что я аккуратно закладываю яйца в подсоленную кипящую воду и варю их в течение 7 минут. Чтобы при отправке в кипяток скорлупа не треснула, я погружаю яйцо в кастрюлю и держу секунд 20 в ложке, и только потом уже опускаю на дно. Готовые яйца остужаю в холодной воде. У меня в морозилке нашелся лед, так что добавила его в воду, чтобы процесс был более быстрым. Если яйца всмятку не любите, отварите вкрутую. Стейки тунца я купила в замороженном виде и дала оттаять в холодной воде. В идеале дайте им медленно оттаять в холодильнике, так текстура сохранится лучшим образом. Разогреваю на максимуме сковороду и вливаю ложку масла. Отправляю на сковороду стейки тунца и обжариваю по 30-40 секунд на каждой стороне, не убавляя огонь. Важно прирумянить их снаружи, но чтобы внутри они остались розовыми. В противном случае тунец будет сухим и жестким. Готовый тунец перекладываю на тарелку. Готовлю заправку бальзамический винегрет. Также сюда отлично подойдет и классический винегрет. Ссылку на видео с салатными заправками оставлю в описании. В банку влейте 1 столовую ложку меда. Если у вас мед густой, его лучше немного подогреть. Добавьте к меду 3 столовые ложки бальзамического уксуса, который обладает неповторимым карамельным вкусом и насыщенным цветом. Влейте в банку 4 столовые ложки растительного масла. Я использую простое рафинированное. Добавьте 2 чайные ложки французской цельнозерновой горчицы. Приправьте соус солью и перцем, а также всыпьте 1 чайную ложку смеси итальянских трав или прованских трав. Закройте банку крышкой и тщательно потрясите ее, пока заправка не станет однородной. Приступаю к сборке салата. Разрезаю картофель напополам и режу толстыми полукружочками. Рублю плоды каперсов. Маслины оставлю целыми, хоть они и с косточками, так мне красивее, по желанию можно очистить. Помидоры у меня коктейльные, небольшие, режу их напополам. Более крупные плоды стоит разрезать на 4-6 долек. Стейки тунца нарезаю кусочками толщиной в 4-5 мм. Очищаю от скорлупы яйца и разрезаю каждое надвое. Делаю это аккуратно, чтобы желток сохранился внутри, не вытек. Рублю зеленый лук. Смешиваю салатную зелень с нарубленным зеленым луком, руками, деликатно. Сервирую. На тарелку для подачи выкладываю слой салатной зелени с луком. Далее идет картофель, каперсы и маслины. Затем помидоры, а сверху выкладываю кусочки тунца.
укладываю яйца. Щедро поливаю салат заправкой. Если этот нисуаз вам понравился, ставьте палец вверх, оставляйте свои приятные комментарии и делитесь, как готовите этот салат вы, если вы его уже готовите и если вы его любите. Подписывайтесь, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».